И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео мы сделаем умную розетку, которой вы сможете управлять со смартфона по MQTT серверу. Для этого я разработал приложение в среде Android Studio на языке программирования Kotlin, с помощью которого вы сможете управлять розеткой в ручном режиме, запускать таймер или режим включения и выключения по времени. Перед просмотром убедитесь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал, так как это очень поможет его развитию. Но после просмотра поделитесь своим мнением о моем проекте в комментариях или просто расскажите о моем видео вашим друзьям. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Первым делом давайте рассмотрим функции моей умной розетки и приложения для взаимодействия с ней. Для управления умной розеткой по MQTT вам нужно перейти в параметры сервера и ввести адрес вашего MQTT брокера, порт вашего MQTT сервера, имя пользователя и его пароль. После чего подключиться к MQTT серверу. Сперва давайте перейдем в ручное управление и попытаемся включить и выключить устройство, подключенное к розетке. Следующая функция моего приложения — это таймер, который можно запустить, перейдя в параметры таймера. В этом окне с помощью слайдера вы можете настроить время работы таймера. После чего запустить его, нажав на эту кнопку. Особенность этого таймера в том, что он может работать даже когда свернуто приложение или выключен телефон. А по истечению времени его работы подключенное устройство выключится. Помимо таймера, в этом приложении есть режим включения и выключения по времени. Перед его запуском вы указываете время, в которое устройство, подключенное к розетке, включится. И время, в которое это же устройство выключится. Следом нажимаем на «Запустить режим» и ждем, пока устройство включится. Как вы видите, при наступлении времени включения устройство запустилось. А при наступлении времени выключения оно перестало работать. Последний экран в моем приложении — это параметры самого приложения, открыв которые вы можете изменить некоторые настройки. Для создания умной розетки вам понадобятся следующие компоненты. Плата ESP01S, модуль реле для этой платы версии 1.0, миниатюрный блок питания на 5 вольт от Highlink, удлинитель с кнопкой питания или обычная розетка. Я лично взял этот удлинитель с 6 розетками, который уже давно лежал у меня без дела. А для прошивки платы ESP01 вам также нужен TTL-преобразователь на микросхеме CH340G. Как я упоминал ранее, для управления умной розеткой со смартфона я использовал протокол MQTT. Для обмена сообщениями через MQTT вам нужен собственный сервер, запущенный на удаленном компьютере, например, на Raspberry Pi.
или сервером, предоставляемый частным или публичным брокером. Так как поддерживать собственный сервер я не могу, я воспользовался брокером CloudMQTT. До недавнего времени он предоставлял бесплатный тариф, но в прошлом году этот тариф убрали, что сделало его полностью платным брокером. К счастью, у меня остались сервера на CloudMQTT, что позволяет мне дальше делать подобные проекты. Разбирать особенности протокола MQTT я не буду. Лучше посмотрите более подробное видео по этой теме. Теперь давайте рассмотрим код приложения, разработанного в среде Android Studio. Для начала запустим Android Studio и откроем проект Smart Socket. Ссылку на скачивание самого приложения и на исходный проект для Android Studio я оставлю в описании к этому видео. Если вы новичок в разработке приложений на языке Kotlin, мое видео может показаться вам сложным и непонятным. Если это так, то смело задавайте свои вопросы в комментариях. Буду рад вам помочь. Рассматривая структуру приложения, а именно, из каких файлов оно состоит и где они расположены, я не буду, так как этому я уделил время в своем предыдущем видео. Давайте откроем папку Java и директорию common.example.smartsocket. В ней находится код приложения или, выражаясь терминологией, Activity. Если объяснить поверхностно, Activity — это как отдельный экран в приложении, на котором происходит взаимодействие с пользователем, выполнение различных задач, управление элементами экрана и многое другое. Первым делом откроем Main Activity, которая является основным, поэтому запускается при открытии приложения. Весь код этого и других Activity находится в классе, который наследует функции и методы от уже встроенного в Android Studio класса AppCompat_Activity, который предоставляет готовые инструменты для разработки приложений в этой среде. В самом верху этого класса мы объявляем различные переменные. Переменные, объявленные как late_init, изначально ничего не хранят, поэтому их мы записываем позже. Такие переменные мы в основном используем для взаимодействия с элементами экрана или какими-либо объектами, например, MQTT-клиентом или медиаплеером. Давайте опустимся немного ниже и рассмотрим функцию onCreate, которая вызывается при открытии экрана. В ней мы записываем объявленные выше переменные и получаем из постоянной памяти Android. В моем случае я использую хранилище Shared Preferences, параметры приложения и параметры соединения с MQTT сервером, которые мы указали на этом экране. Далее мы проверяем. Если пользователь ранее подключался к MQTT серверу, то мы создаем случайное имя для MQTT клиента, получаем из постоянной памяти URI MQTT сервера, состоящий из адреса брокера и порта сервера. Следом мы создаем MQTT клиента, после чего подключаемся к серверу. Теперь давайте рассмотрим функцию Connector to Server. Нужную для подключения к MQTT серверу. В ней мы создаем переменную для настройки параметров соединения с MQTT сервером. С ее помощью мы указываем то, будет ли MQTT клиентом автоматически переподключаться к серверу, и то, будет ли общаться сессия при отправке сообщения на топик. Если этот параметр будет выключен, MQTT брокера будет сохранять информацию о подписках на топики или недоставленные до клиента сообщения. Затем мы указываем имя пользователя и его пароль для авторизации на брокере. Время ожидания подключения, максимальное время между отправками пакетов управления или же Keep Alive Interval.
После настройки параметров соединения с сервером мы подключаемся к нему. При успешном подключении мы настраиваем параметры буфера MQTT сообщения, устанавливаем цвет надписи, которая отображает состояние подключения к серверу, и записываем в постоянную память то, что соединение с сервером установлено. Если подключение к MQTT серверу не удалось, мы отображаем соответствующее сообщение и записываем в постоянную память то, что соединение с сервером не установлено. После подключения к MQTT серверу мы устанавливаем слушатель нажатия для кнопки включения и выключения подключенного устройства. При нажатии на нее мы проверяем, есть ли соединение с сервером и не запущен ли таймер или режимом включения и выключения по времени. Если это условие верно, то при включенной кнопке мы отправляем на топик, на который подписана плата ESP01, сообщение 1. Иначе, когда кнопка в выключенном состоянии, мы отправляем сообщение 0. Теперь давайте рассмотрим код экрана для запуска таймера. Для этого откроем Activity Timer Settings. В нем мы, как и в предыдущем Activity, при открытии экрана наполняем объявленные выше переменные. Получаем из постоянной памяти параметры приложения и подключаемся к MQTT серверу. Далее мы получаем из постоянной памяти то, запускал ли пользователь таймер. Если это условие верно, мы получаем из постоянной памяти установленное пользователем время работы таймера, время до окончания его работы в миллисекундах, и запускаем таймер с того места, на котором пользователь закрыл приложение. Для понимания работы таймера давайте рассмотрим функцию Start Timer, нужную для запуска таймера обратного отсчета. При ее вызове мы создаем объект таймера, указываем время его работы и интервал подсчета в миллисекундах, после чего записываем в этот объект функцию, которая выполняется каждую 1 секунду при работе таймера. С ее помощью мы обновляем время до завершения работы таймера и отображаем его. Также мы записываем функцию, которая выполняется при завершении работы таймера или истечении времени его работы. В функции OnCreate мы также устанавливаем слушатель нажатия для кнопки запуска таймера, при нажатии на которую мы записываем в постоянную память то, что таймер запущен, и отправляем плате ESP01 время его работы. После чего устанавливаем слушатель нажатия для кнопки остановки таймера. Следующий экран, который мы рассмотрим, это экран для запуска режима включения и выключения по времени, коды для которого находятся в Activity Mode Settings. В функции OnCreate мы, как и в прошлый раз, наполняем объявленные выше переменные, получаем из постоянной памяти параметры приложения и подключаемся к MQTT серверу. Затем мы получаем системное время на устройстве пользователя, выделяем из него отдельно часы, а отдельно минуты. После чего создаем диалог для выбора времени включения, в который встроена функция, которая вызывается, когда пользователь установил время в этом диалоге. Далее мы создаем такой же диалог, но только для выбора времени выключения. Устанавливаем слушатель нажатием для кнопки установки времени включения, при нажатии на которую мы отображаем первый диалог, и для кнопки установки времени выключения, при нажатии на которую мы отображаем уже второй диалог. После того, как пользователь установил время включения и время выключения устройства, для запуска режима ему нужно нажать на кнопку запуска, для которой мы устанавливаем этот слушатель нажатия.
при выполнении которого мы запускаем постоянный цикл для проверки того, совпадает ли текущее время с временем включения или выключения. Во время выполнения этого цикла мы записываем текущее время в одну переменную, и если оно больше или равно времени включения, но меньше времени выключения, мы отображаем, что устройство, или в нашем случае реле, включено, а иначе мы отображаем, что реле выключено. Напоследок, давайте коротко рассмотрим экраны для настройки параметров MQTT сервера и параметров приложения. Коды для первого расположены в Activity MQTT Settings. В нем мы устанавливаем слушатель нажатия для кнопки подключения к MQTT серверу, при нажатии на которую мы проверяем, если все поля для ввода параметров подключения к MQTT серверу заполнены, мы подключаемся к нему. Только теперь при успешном подключении мы записываем в постоянную память еще и адрес MQTT брокера, порт MQTT сервера, имя пользователя и его пароль. Код экрана для настройки параметров приложения находится в Activity Manage Settings. В нем мы объявляем переменные для взаимодействия с флажками и полями для ввода. Для примера, давайте рассмотрим флажок для настройки того, будет ли клиентам автоматически подключаться к серверу при переходе на экран настройки параметров этого сервера. Для него мы устанавливаем слушатель изменения состояния, при выполнении которого мы проверяем. Если флажок установлено, мы записываем в постоянную память то, что автоподключение к MQTT серверу включено. Иначе мы записываем то, что автоподключение выключено. Теперь давайте опустимся немного ниже и рассмотрим слушатель изменения фокуса на поле для ввода времени ожидания подключения к MQTT серверу. В нем есть следующее условие. Если это поле заполнено и введенное число больше или равно 5, но меньше или равно 30, то мы сохраняем это значение в постоянную память. Иначе отображаем предупреждение. Как вы видите, коды для такого, на первый взгляд, простого приложения достаточно сложные и разнообразные. Теперь давайте перейдем к коду для оплаты ESP01. Для оплаты ESP01 я написал следующий код, ссылку на скачивание которого я оставлю в описании к этому видео. Для его загрузки вам нужно открыть этот код в среде Arduino IDE, перейти в файл, настройки, открыть дополнительные ссылки для менеджера оплаты и вставить эту ссылку, которую я оставлю в описании к видео. Затем открываем менеджер платы, вводим в поиск ESP8266 и устанавливаем этот набор. После установки платы переходим в инструменты и выбираем плату Node MCU 0.9. Перед загрузкой этого кода вам также нужно указать название и пароль вашей Wi-Fi сети, адрес MQTT брокера, порт MQTT сервера, имя пользователя и его пароль. Следом подключаем плату ESP01 к TTL преобразователю по этой схеме, замыкаем контактом IO0 на землю и загружаем код. После загрузки кода в плату ESP01 нужно разобрать удлинитель, в моем случае скрепленный на винтах. Затем нужно вытащить кнопку питания, отпаять провода, идущие к ней, подключить плату ESP01 к модулю реле и спаять все компоненты по этой схеме.
После спайки компонентов нужно разместить их в корпусе удлинителя и обратно прикрепить его верхнюю крышку. Как вы видите, внешне наш удлинитель особо не изменился, но теперь устройством, подключенным к одной из его розеток, можно управлять со смартфона по интернету. У этого устройства достаточно много применений, начиная управлением простыми домашними приборами, например, автоматической кормушкой или подсветкой аквариума, заканчивая управлением сложными приборами. Я лично буду использовать свою умную розетку для управления бойлером. Для этого, кстати, подойдет режим включения и выключения по времени. Использовав удлинитель, вы также сможете управлять одновременно несколькими устройствами или размещать его подальше от источника питания. А на этом мое видео об умной розетке, управляемой со смартфона, подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.